Нет, собираем хворост, который нам наша партия разрешила собирать. Чтобы ни одного дерева не пострадало. Хворост такой. Все сырое, все. И лес какой-то чам располошил. Всем привет, ребята! Это лунный ландшафт. И мы тут с Димоном выбрались в лес на Волховский фронт, на городок, на советский блиндажный. Бывшая тут передовая линия была. Немножко. Точнее, не решили, а так сложилось. Были вынуждены. Мы сегодня ехали докапывать тут 2 блиндажа. Есть у нас такой олень, и зовут его дядя Леша, да? Да, дядя Леша нас сегодня поставил, конечно, тут. Мы приехали с помпой качать воду, потому что блиндажи все залило. Естественно. Тут зима, а воды ого-го. Но дядя Леша что-то подкосил. Какой-то... Алкоголь, наверное, синий. Синий алкоголь. Синяя вода. Так что алкоголь вреден для вашего здоровья. Вот. Для родных и близких. Так что вот. Сейчас что-нибудь придумаем. Заодно, пользуясь случаем, хотел поблагодарить от лица лунного ландшафта подписчика Цезаря СПБ. Большое ему спасибо. Он откликнулся на нашу просьбу и подогнал нам пару офигенных цепей для нашей бензопилы. Вот. Выражаем большой респект. Но, к сожалению, эти цепи сегодня также испробовать не удастся, потому что бензопила, как и шланги от помпы, у дяди Леши, который пропал с экрана наших радаров внезапно. Ладно, сейчас костерочек тут немножечко разводим. Сейчас что-нибудь придумаем. Заодно вам историю, естественно, хотел тут рассказать интересную. Ну и будем посмотреть, чего тут у нас. Погодка сегодня такая довольно теплая, руки сильно не мерзнут, но обещает сегодня дождь с обеда, поэтому настроение такое пока что. Мы не теряем бодрости духа, будем бороться со всеми невзгодами, как говорится. Ну а там поглядим. Так, вот, значит, блиндаж, который мы в прошлый раз с Лехой копали. Мы выкопали половину. Здесь лежанка большая, здесь еще одна, пока закопана. И здесь проход. Проход мы прокопали, ну там еще выход надо выкопать. Вот. Здесь вот интересная вещь попалась. В проходе как раз здесь нашел половинку портсигара целлулоидного. Сделанный из целлулоида. Это наш советский портсигар красненький. Вот, оказался подписной. Подписной портсигар. Видимо, было минимум 2 владельца. Там есть инициалы КНИ, по-моему, так правильно. И снизу Зинкевич ЮФ. Вот. На данный момент удалось определить. Ну, скорее всего, конечно, не 100%, как обычно, но с большой вероятностью, что нашли информацию по владельцу данного портсигара. Вот. Это Зинкевич Юрий Феликсович, 22-го года рождения, из-под Витебска. Это Беларусь. За 2 недели до Великой Отечественной войны был призван в Красную армию. Начало или июня 41-го года. Вот.
Там по началу его службы информации пока немного. Ну вот он служил в 205-м отдельном батальоне оперативной связи, откуда был в феврале 1942 года переведен в 177-ю стрелковую дивизию, в 555-й отдельный батальон связи. Это было 20 по-моему, февраля он прибыл в дивизию. Как раз дивизия уже около 1,5 месяцев находилась в боях на Волховском фронте здесь. И как раз уже потрепало к этому моменту, значит, и пополнение связистов в том числе было. И вот он сюда прибыл. Значит, вот мы, наш городок, где мы сейчас находимся, где был найден портсигар, он находится немножко не там, где располагались основные полки стрелковой дивизии, подальше. Но поскольку он был связист, значит, налаживал связь между штабами дивизии, между наблюдательными пунктами, соответственно, перемещался много где. Вот. Ну и здесь, в этом районе, возможно, периодически отходили части стрелковой дивизии. Вот. И здесь, возможно, он тоже был. Может быть, он потерял портсигар, может быть, передарил, может, подарил кому-то. Неизвестно. А дальше вот служила, значит, дивизия. Здесь эта дивизия находилась до 1944 года. Вот так вот она туда наступала, в сторону Любани, туда на Виняголово и потом на Любань. В январе 1944-го дивизия взяла Любань и получила звание Любанская. 177-я стрелковая Любанская дивизия. Вот. После этого дивизия принимала еще в небольших боях на Новгородском направлении Луги. А летом 1944-го была переброшена на Карельский перешеек, где, значит, в июне вела бои против финской армии. И вот Юрий Феликсович как раз в этих боях отличился под Выборгом, за что был награжден медалью за боевые заслуги в конце марта. Наградили его, да, это в конце марта уже 1945 года. Вот. После того, как финны сдались, дивизия отошла сначала к границе, к советско-финской, а потом переместилась на дислокацию в район Любани. И уже там она некоторое время находилась, не вела никаких боевых действий, соответственно. И уже в марте 1945 года была переброшена в Прибалтику. И заканчивала уже войну там, где принимала капитуляцию курляндской группировки врага. Вот. Похоже, что Юрий Феликсович войну пережил, прошел полностью от начала до конца. Много где повоевал. И похоже, что всю войну он прошел. Будем еще искать информацию. Вот. Сегодня, конечно, думал, докопаем этот блиндаж. Может быть, нашли бы еще какие-нибудь интересные вещи. Может быть, и половину вторую от этого портсигара. Но, к сожалению, вручную откачать его проблематично. Старейшина отказался от такой идеи помогать откачивать этот блиндаж вручную. Так что до следующего раза уже будем тут. В другой раз приедем с помпой, уже докачаем, выкопаем все, посмотрим, что тут что. Вот. Там уже летом, возможно, съездим под Выборг, в места как раз, где Юрий Феликсович, если все сложится, где он как раз отличился, где воевал, где вот медаль свою заработал. Вот. Так что сейчас соберемся и будем продолжать
наши поиски. Вот что интересное найдем. Здесь, кстати, в этом райончике недавно Кажется, дождь начинается. разведку проводили. И пару мест попалось, где начали попадаться останки. Это когда по суше будет уже весной, там, или ближе к лету, поедем тоже. Все это дело проработаем. Находку взял. А, это да, ты видел. Да. Что там, цигарки? Старшее поколение, наверное, помнит. Болгарский. Тютюни. Тютюни, да. Солнце. 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 А что там даже... О, ничего себе, даже с папиросками? О, ничего себе, ну-ка, дай-ка. А что тут БТ? Чего бы ты? Написано БТ. Булгар табак. Булгар табак. Ну ты шаришь. Готовлю. Так. Тимон говорит, уже дождик накрапывать начинает. Это плохо. Проверил пару воронок пока что. Ну, пока ничего такого интересного. Батарейки какие-то попадаются там. Осколки, естественно. Проволока. Какой-то мешочек резанный. Сейчас пойдем посмотрим, что там старейшины. Так. А хрен ли так. Ну, чего? Расскажешь? Олег, ничего я тебе тут не расскажу. Все очень печально. Очень, да? Очень. Понятно. Ну, в принципе, скажем так, что и следовало ожидать. По большому-то счету. Ничего хорошего мы тут не ждали, не ожидали. Но для очистки совести. Хорошо. Продолжаем очищать совесть. Окей, ладненько. Окей, убей. Я пробежался с металлоискателем, вернулся в лагерь. Димки нет, где-то он там бегает тоже. С металлоискателем. Что тут поковырял так. Ну, что-то по верхам попадается. Это вот часть подтулейного устройства немецкой каски. Вот. Да. Гильза от немецкого сигнального пистолета. Алюминиевая. Такая латунная гильза от противотанкового немецкого ружья ПЗБ-39. Так, что тут? Вот у нас тут часть от лыжной палки. О! Такая вот лопатка наша пятиугольная накопалась. Тут же какие-то фурнитура немецкая, пуговки, декольца. Вот это с сухарной сумки, по-моему. Вот там головные взрыватели алюминиевые, консерва. Вот такая пачка. Это противопыльные очки, похоже, были. Не встречал таких. С лямочками тут были, но эти лямочки, конечно, погнили. Верховые они были. Я так полагаю, что это вот 5 штук. Такие. Вот поднос, вырез. И вот здесь вот заклепки с двух сторон. И с обратной стороны вот там. Типа эти резиночки. Такие простенькие. Не встречал, но похоже оно. Таких 5 штучек. Так, у нас тут Димка идет, по-моему. Эй! Сейчас посмотрим, может, что Димка еще нашел. Ну, в общем, как-то так вот. Вот. Мина еще была сработавшая противопехотная немецкая шпрингмина. 3 этих снаряда наших шрапнельных отработанных. Ну и всякий мусор. Патроны, опять же, вот. Патроны. Вон Димон идет.
Эй! Что-то несет, смотрите-ка. В руке-то в правой что-то есть. Наверное, какого-нибудь. Давай, классных находок покажи. Лови. Лимоны, свежие лимоны. Опять гранат накопал. Что ж ты, я не знаю. А может нет ни хера. Хо-хо-хо. Да? Может, ты не там ходишь? А может, там. Да? Можно подумать, ты что-то больше накопал. Ну-ка, удиви-ка, дядьку. Ну, покажи нам лимоны. Свежие. А что-то у них видок-то не свежий. Как не свежие? Ай-яй-яй. Ну ты. А что ты? Куда их? Закинь их куда-нибудь. Нафиг. За дерево. Да, просто да. Так. Прошлись мы тут и шо. Маленько. Что-то наковырялось. Видимо, где-то метров тут несколько сот мы прошли. Вроде по нашим позициям шли. В итоге вышли, похоже, на бывшие немецкие позиции, как раз по которые вот зимой тут были, 41-42. Потому что там весь практически немецкий. Вот у нас взрыватель противотанковой мини ТМИ Z-35. Такой вот он в краске. Что-то не вижу, как он там. 39-го года. Угу. Еще одна гильза от немецкого противотанкового ружья. Такая вот баночка металлическая. Крем Нивея. Он, правда, тут подзамят. Надо будет ее поправить маленько, почистить, посмотреть. Такая вот банка. И тюбик с зубной пастой Нивея. Такой вот. И еще от него вон запчасть одна. Такая какая-то алюминиевая деталь, крашеная в серый цвет. Непонятно. Нашлась. Что вот такое? Неясно. Так, фурнитура всякая. Димон он нашел пробку от фляги немецкой, но она расплавилась, горела. Я нашел такую баночку прикольную, стеклянную. Крышечка, по-моему, у нее крышка алюминиевая. Такая вот баночка. Сейчас опять еще одно подтулейное устройство к немецкому кассону. Такой вот тобот. Вот эти гильзы от сигнального пистолета. Резаные, не резаные. Вот это он вообще не стрелянный. Еще какой-то. Это тоже подгнил просто. И два колышка от палатки. Вот таких вот. Надо чистить, смотреть, что там на них пишут. А, тут вот вал 37, похоже. Ага, да. Находили мы такие не раз. Здесь тоже вот с этой стороны. Ну-ка, что там пишет? Ай, непонятно пока что. Ладно, потом посмотрим. Ну, ой, как-то так, по мелочи. По мелочи. Так, нужен нам дядя Алексей все-таки со шлангами. Чтоб мы тут нормально все это дело все-таки доделали. Накопали 2 блиндажа. Что у нас? День второй, как говорится. Мы продолжаем нашу разведку боем.
Шланги еще, как говорится, не подвезли. Снежок от дождя растаял. Сейчас тоже вот снежок. Точнее, снежок. Дождик идет маленький. Сейчас с Димоном попробуем ради интереса посмотреть. Вот тут какая-то палатка. Сейчас качнем ее ведрами, посмотрим, что там есть, что нет. Вот, да, будем так вот ходить, тут прям позиции какие-то, и непонятно, то ли наши, то ли немецкие, но переходные точно. Так что что-нибудь поищем еще. Привет, Дмитрий. Привет, коли не шутите. Ну что, как твое ничего? Мое? Да мое ничего, с Божьей помощью ничего. Нормальненько. Нормально. Все нормально. Поковыряем Только маленько. беда с сапогами, да? А так все нормально. Ну, с сапогами действительно беда. Ой, беда. Что такое? О, смотри, это Пыльник. пыльник немецкий, пулемет МГ. Твердый такой. Сейчас Олег Дубовый. будет снимать процесс на столе. Да. Ой. Ладно. Ну, палаточку мы, собственно, эту всю раскопали, перекопали. Ну, конечно, не густо мы тут. Куча патронов. Вот лопатка наша, пятиуголочка. Детонатор наш на гранатке. Обойма немецкая. Вот такая ложка. Точнее, остатки ложки. Наш, скорее всего, да. И вот такая вот пряжечка немецкая. Как-то ремешка. Ну и все. На этом пока что. Сейчас надо... Что значит пока что? Сейчас надо попить чаю и переварить этот результат. В принципе, тут есть еще палатки, конечно, их тут хватает. Но... Ну... Ладно. Так грустно, что хочется курить. Да. Так, я навернул тут кружочек с прибором. Пробежался по верхам. Ну, такие находки тут попадаются. Пока особо ничего интересного зацепить не удалось. Граната РГД-33 гнилая. Вот, пара гильз сигнального пистолета немецкого. Такая длинная, с парашютом, и короткая, белая. Таблетница алюминиевая, смятая, ничего не написано, наверное, немецкая. Вот, патроны попадаются целые от немецкого противотанкового ружья по ЗБ-39. 5 штук. Такие они. И гильзы еще вот. Это разобрали. 6-й. Ну, вот такая вот крышка попалась от нашей фляги советской. Просто жуткий антураж. Вот так вот. Просто разорвало. Но рядом больше ничего не обнаружил. Вот такая вот крышка. Да. Ну, куча всяких там снарядов там, и так далее. Это понятно. Патроны. Ладно, Димон у нас там сейчас копает вроде землянку еще одну. Сейчас сходим посмотрим, что у него там. Ну что, Димон? Помаленьку. Что-то глубоко. Да, слушай,
самое интересное, вот это вход, ну это, грубо говоря, вот он, А, тут лежанка, что ли? пол. То Ну, есть, это пол, ну это как бы ход. А вот это вот, скорее всего, вот лежанка где-то вот, ну все, вот он целяк. А, слушай, ну похоже. О! Угу, ты что-то нашел. Ну. Ой-ой-ой. Так, а что это тут? Пробочки какие-то. Так. Стаканчик немецкий. Да? Марика подписной даже там. Писной, да нихуя там что-то нашкребано. Да-да-да. Ну, сейчас помоем, посмотрим. Там видно, что. Ясненько. Это вот в проходе, да? Ну и нет, на стенке еще не. И подсумок там, ну, подсумок стук это самое. А. Ну, тут от подсумка-то ничего не осталось. Да я закидал туда случайно лопату. А, тут какие-то кожи резаны. Подсумок что-то я не пойму. У нас, что ли? Наш, да, сам там. А, он с патронами. Гвоздь. Точно, точно. Наш подсумок. Ясненько. Ну, гуд. Видишь, не зря. Да, не знаю. Охраны нету. Ну, сохран, конечно, не супер, но она ничего такая. По крайней мере, сейчас помою, там вроде надпись симпатичная. Что-то мне там просто что наш клуб. Не-не-не, там прям фамилия написана. Ясненько. Ну я сослеп, ладно, я не буду оспаривать. Хорошо. Только выключил, Димон сразу вторую ручку нашел с манерки. Так, нет, Оп. манерка-то вообще вон она отсюда. с Ну этой да, на самой. лежанке. А ручка там. Состояние, конечно, кружечки от фляжечки немецкой не очень такие залипухи, да, будут дыры. Черное клеймо тут не видно на данный момент. Ну и вот тут подпись. Непонятно, что это. Бартель какой-то. Пардлиро. Ладно, пойдем что-нибудь еще поищем. Димка докапывает земляночку. Остался маленький Штрих. уголочек. Так, что тут у нас накопалось? Патроны. Это понятно. Так. Свеча. Бош? Не Бош? Не знаю. Хе-хе. Тут не написано. Так, свеча. Вот, патрон сигнального пистолета немецкого. Еще два. Они не стреляны. Так, ну тут пуговки всякие. Монетка. Монетка наша. Советская. Что на монете пишут? Плохо видно. 32-й год. Вроде. А что это? Вот это я уж точно не могу сказать. Там плохо видно. Ну, вроде 32-й. Десятка же? Да, не. Ну а что это? Я при свете фарты не вижу, а ты хочешь, это что там? Ладно. Ладно. Не это. Не кричи. Так, вот, перо. Классное такое наше. Из нержавейки. Сейчас как-нибудь показать. Его маленькое такое, неудобно. Харьков. Ой-ой-ой. Такое со звездой.
Так, а мне тут вороночка попалась с пассажирами, гражданами, видимо, иностранными, германскими. Их кто-то уже тут копал и бросили. Вот. А я тут, в общем, взялся все это дело доделать. И еще тут накопал костей. Вот они тут, пассажиры эти. Всякие тут пуговки ихние. Кительные крючки. Каска была от нее. Только обод остался алюминиевый. Он же подшлемник, он же подтулейное устройство. Вот, я думал, тут совсем обобрали. Но все-таки вот Не все так плохо. да, все-таки жетон я нашел. Он, конечно, такой не первой свежести, но думаю, удастся прочитать. Сейчас мы попробуем легонечко почистить. Сейчас заодно попробуем посчитать, сколько тут людей у нас. Что у нас тут град пошел вовсю. Так, сейчас, ладно, сейчас разберемся. Оп, 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 нет. Какая воронка тут. Так, с ямой вроде разобрались. Надо будет потом еще рядом проверить, но вроде как там двое было. Ну вот, жетон вот так вот выглядит сейчас. Ну, конечно, надо чистить, но в принципе все данные там должны сохраниться. Вот, для этого. Для Народного Союза Германии. Так что все тоже передадим. Дадим. Нам тут не надо, чтобы валялось ничего такое. Вот. Ну и все, в принципе, на сегодня. Так что Вот, дали ему год. собираемся. Вот. Подписывайтесь на канал. Пишите что-нибудь там в комментарии, ставьте лайки. В следующий раз мы, наверное, все-таки с дядей Лешей, со шлангами соберемся и набьем наши советские блиндажи. Вот, как собирались. Так что вот, не забывайте заходить в инстаграмчик, жмите колокольчик. Всем до новых встреч. Вот такой вот у нас неожиданный поворот, разворот 3 раза получился. Да? Да, сюжет прям таки. Сюжет.